Здравствуйте! Как всегда, с вами в субботний полдень программа «Здоровье». Я за то, чтобы жизнь каждого человека была долгой, счастливой и полноценной. Как добиться этого, спросите вы. Очень просто, нужно заботиться о своем здоровье. И начнем мы заботиться прямо сейчас. Сегодня в нашей лаборатории здоровья царит царство сна. Но не подумайте, что мы решили вот просто так посреди программы взять и уснуть. Вообще сон очень полезен для нашего организма. Мы вообще проводим 1/3 нашей жизни во сне. Во сне наш организм сбрасывает всю отрицательную энергию, которую он накопил за целый трудовой день. Но иногда спутником сна может стать сильный храп. Именно этот храп не дает нам отдыхать ночью, и если это продолжается очень долго, тогда могут появиться различные заболевания. И тогда фраза «сон убийца» становится очень актуальным. Сегодня в нашей лаборатории специалист, который изучает сон, докажет вам, что сон убийца может стать реальностью для храпунов. На нашей кухне все внимание лавру благородному, но сегодня же его называют ласково лаврушка. Если положить 3 листика лаврушки под подушку, так говорили наши предки, то можно приснить вещий сон. Сегодня ученые доказали, что все дело в эфирных маслах, которые находятся в лавровом листе. Что еще интересного открыли ученые в лаврушке, об этом нам очень подробно расскажет эксперт по питанию. И мы с вами все-таки посмотрим с 2 сторон на лаврушку, как на приправу и как на лекарство. А сейчас я открою историю болезни, в которой главный герой – высокий уровень холестерина. Активная борьба с холестерином как с врагом человечества номер 1 берет свое начало в 50-х-60-х годах 20-го столетия. Как ни странно, начать эту войну помогла другая война – Америки с Кореей. Выяснилось, что сосуды у большинства погибших американских солдат находились в катастрофическом состоянии. Стенки коронарных артерий были просто забиты сгустками жира, холестерина и солей. А это говорит о том, что при жизни более чем половине из них грозила бы смерть от сосудистых катастроф. Такие данные шокировали еще и потому, что средний возраст солдат не превышал и 20 лет. Мягко скажем, картина для нации выглядела угрожающе. Предположили, что все дело в специфике питания, в употреблении большого количества жирной еды. Все это подтолкнуло ученых к активному и тщательному изучению холестерина и его влияния на сосуды человека. О масштабности исследований и о пристальном внимании ученых к этому веществу говорят 13 Нобелевских премий за последние 100 лет. Как только не называют холестерин – ласковый, тихий убийца, медленно действующий яд. Сегодня наша гостья Светлана столкнулась точно с таким же диагнозом – повышенный уровень холестерина. Светлана, вот вы не похожи на человека, у которого должен быть высокий уровень холестерина. Худенькая, подтянутая. А что с вами произошло? Как связаны вы и высокий уровень холестерина? В нашем учреждении в социальный пакет для сотрудников входит ежегодное медицинское обследование. В результате этого обследования я и узнала, что у меня, оказывается, повышенный холестерин. При норме 5,2 мой холестерин составил 9,01. Это сейчас у вас такие высокие цифры холестерина? Но сейчас уже они не такие 9,01, сейчас они уже 8, но после определенного курса лечения. А я приглашаю в нашу студию врача-кардиолога, кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Светлану Павловну Соловей. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Павловна, давайте тогда начнем с простого. Вот у Светланы высокий уровень холестерина, и на медицинском языке это называется гиперхолестеринемия. А что такое гиперхолестеринемия с точки зрения медицинской терминологии? Если дословно, гиперхолестеринемия – это повышенный уровень содержания холестерина в крови. По сути же, это нарушение, которое, не являясь отдельным заболеванием, является одной из основных причин развития атеросклероза и его осложнений. А вот что может приводить к высокому количеству холестерина в крови? Причины могут быть разными. Это и избыточное потребление высококалорийной пищи, низкая физическая активность, что приводит к развитию ожирения. Могут быть вторичные гиперхолестеринемии на фоне других заболеваний, например, эндокринной патологии, это и сахарный диабет, и гипотиреоз, это может быть патология печени, желчнокаменная болезнь, холестаз.
может быть на фоне поликистоза яичников и других заболеваний. Кроме того, длительный прием некоторых препаратов может приводить к повышению уровня холестерина в крови. Ну и с возрастом мы знаем, что уровень холестерина повышается, потому что снижается активность, интенсивность обменных процессов, и те потребности, которые испытывал организм в молодом возрасте, они уже намного ниже. Вот если мы вернемся к Светлане, вот что послужило таким толчком к тому, чтобы у Светланы были такие высокие цифры холестерина? Есть и еще одна причина – это наследственная предрасположенность, так называемая наследственная гиперхолестеринемия или семейная, фамильная гиперхолестеринемия. Причиной здесь является нарушение тех или иных генов, отвечающих за обмен холестерина. Например, гена рецептора липопротеидов низкой плотности. То есть, получается, ген неправильно работает, неправильно работают рецепторы, и тот холестерин не усваивается. Его становится много в крови. Происходит снижение скорости выведения холестерина из кровеносного русла. Светлана, а вы знаете, что такое холестерин? Нет. Тогда я предлагаю вам узнать, что такое холестерин, зачем он нужен нашему организму и каким вредным он может быть для наших сосудов. Холестерин – это жироподобное вещество, ненасыщенный спирт, которое присутствует в крови каждого человека. Около 80% его вырабатывается нашей печенью, остальные 20% поступают с пищей. Холестерин просто необходим нашему организму, ведь он участвует в формировании всех клеточных мембран. Каждая клетка имеет холестериновый каркас. Он незаменим для выработки многих гормонов, витамина D и желчных кислот. Также необходим для пищеварения. Наш мозг также нуждается в холестерине. Его недостаток сразу сказывается на памяти. Но вот когда холестерин полностью не используется для этих нужд организма, тогда-то он и начинает представлять для нас опасность. Его излишки оседают на стенки сосудов, образуются атеросклеротические бляшки, а там, где атеросклеротическая бляшка, приток крови к органу нарушается, он страдает и может развиваться болезнь. Ну хорошо, холестерин, вы впервые его обнаружили при случайном исследовании. Может, есть какие-то симптомы, которые могут указать на то, что у человека уже повышенный уровень холестерина? Действительно, на начальных этапах гиперхолестеринемия протекает бессимптомно. Но есть внешние признаки, которые могут нас навести на мысль о повышенном уровне холестерина в организме. Например, сухожильные ксантомы, так называемые узелки в области сухожилий коленных или локтевых суставов, ксантелазмы, отложение холестерина под кожей в области век, и так называемая старческая дуга, отложение холестерина в области роговицы. Обычно этот признак встречается у лиц пожилого возраста, но в этом случае при избыточном уровне холестерина в крови мы можем увидеть и у людей 45-50-летнего возраста. Но если мы сейчас опять вернемся к диагнозу Светланы. Семейная гиперхолестеринемия. Какие сегодня существуют методики лечения таких состояний? Назначаются стандартные наши препараты, это статины, снижающие уровень холестерина в крови, и дозы должны быть агрессивные, максимальные. Если не помогают эти методы, дополнительно назначаются другие препараты совместно со статинами. Ну хорошо, а вот Светлана сказала, что у нее был уровень холестерина сколько? 9,1? 9,01. 9,01, а теперь у нее удалось снизить до уровня 8. Сколько уже вы принимаете по времени препараты, которые уменьшают уровень холестерина в крови? Полгода. Вот за этот период это хорошие цифры или все-таки еще не совсем? Это плохой показатель, это не целевой показатель, поэтому мы должны определить, какой препарат она принимает и в какой дозе, и, конечно же, увеличить эту дозу. То есть пока у Светланы выход один – это медикаментозный подбор дозы для достижения тех самых целевых уровней холестерина. Конечно. Если все-таки не помогает медикаментозная терапия, артерии забиваются атеросклеротическими бляшками, понятно, может возникать инфаркт, ишемический инсульт, нарушение питания почек, печени, многих наших органов. Что тогда? Какие методики у вас сегодня внедрены в Республиканском научно-практическом центре, чтобы открыть эти забитые артерии? Если мы имеем дело уже с осложнением атеросклероза, с развитием заболеваний, ишемической болезни сердца, то и у нас в центре, и во всем мире внедрены методы хирургического лечения.
И сейчас мы увидим одну из таких операций, которая проводится в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология». Так уж устроены артерии человека, что определенные факторы могут сказываться на их функциональности. Без преувеличения можно сказать, в большинстве случаев это атеросклеротические бляшки. Образовываясь на стенке сосуда, они не только сужают его просвет, нарушают кровоток, но и способны полностью его перекрыть. И такая ситуация уже опасна для жизни человека. Но сегодня современная медицина научилась ее решать в прямом смысле малой кровью. Абсолютно все артерии организма, которые поражаются атеросклерозом, могут лечиться при помощи баллонной ангиопластики и стентирования. Суть методики заключается в том, что мы должны расширить артерию, спрессовав и выдавив из просвета артерии атеросклеротическую бляшку. Исторически процедура начиналась с просто раздутия баллона, однако очень быстро выяснилось, что это недостаточно эффективно. И очень быстро наступает повторное сужение. Поэтому логичным развитием послужило изобретение стента. Это такой металлический эндопротез. Коронарный стент – высокотехнологичное устройство, которое представляет собой очень тонкую сетчатую металлическую трубочку. Через маленький надрез в бедренной или лучевой артерии стент с помощью проводника доставляется в место поражения и под давлением там раскрывается. Он будет тем самым внутренним каркасом, который не даст сосуду в дальнейшем сужаться и спазмироваться. Это обеспечит больному участку сердца полноценный доступ крови и кислорода. С развитием медицины научились на металлический каркас стента наносить лекарственный препарат, который на протяжении нескольких месяцев высвобождается локально в сосудистую стенку, и продолжается процесс лечения, тем самым отдаленный результат процедуры существенно улучшается. Ну а последнее достижение в этой области – это замена металлического каркаса на полимерный, который рассасывается через несколько лет, тем самым выполнив свою вот эту армирующую функцию. Применение такого современного малоинвазивного вмешательства, которое продолжается не более часа, сегодня является альтернативой тяжелой многочасовой открытой операции. То есть стентирование решает очень серьезные задачи, но при этом проводится под местным наркозом. Пациент в сознании, мы с пациентом общаемся, естественно, вводятся препараты, которые снижают уровень тревоги, пациент может немножко дремать, но эта процедура не требует выключения сознания, и одним из существенных преимуществ этой процедуры по сравнению с кардиохирургическим лечением, например, является то, что пациент может очень быстро вернуться к своей повседневной активности. Видимая простота стентирования, быстрое восстановление часто создают у пациентов иллюзию того, что о проблеме можно забыть. А между тем, атеросклероз – диагноз на всю жизнь. Поэтому впоследствии нужно постоянно работать над собой и своим образом жизни. Только так получится закрепить то, что сделал хирург. В последнее время очень много обсуждается такой термин – плохой, хороший холестерин. Есть ли такое понятие в кардиологии? Такое понятие действительно существует. Транспорт холестерина в крови осуществляют липопротеины. Существуют липопротеины низкой плотности. Это именно те плохие липопротеины, плохой холестерин. Они транспортируют холестерин в клетки организма. А вот термин «хороший холестерин» – это что за холестерин? Это липопротеины высокой плотности, которые транспортируют холестерин из клеток и выводят избыточное количество холестерина из организма. То есть если мы видим в анализе крови высокий уровень липопротеинов высокой плотности или хорошего холестерина, значит, это очень хорошо. Совершенно верно. Есть ли какие-то возрастные рамки, когда человек должен сам прийти и проверить свой уровень холестерина в крови? Лица мужского пола после 40 лет, женщины после 50. Но если имеются такие факторы риска, как, например, артериальная гипертензия, избыточная масса тела, повышенный уровень, да, совершенно верно, повышенный уровень сахара в крови, курение, сюда же относится, то тогда уровень холестерина проверяется раньше. Светлана Павловна, как часто мне сдавать кровь? Контрольные анализы крови проводятся до тех пор, пока мы не достигнем целевого уровня холестерина. В дальнейшем требуется 1 раз в год контрольный анализ крови. Светлана, какие вы выводы сделали для себя, исходя вот из вашего открытия? Я услышала от врача, что повышенный холестерин – это может быть генетическая предрасположенность. Поэтому я вот сейчас очень задумалась и порекомендую своему сыну, хотя ему 21 год, все-таки проверить
именно этот анализ. Береженого Бог бережет. И это очень, кстати, правильно. А Светлана Павловна, что вы пожелаете нашим телезрителям? Большой акцент делается на изменение образа жизни. Что здесь подразумевается? И это и рациональное питание, это и физическая активность достаточная. В рациональном питании нужно предусмотреть замену насыщенных жиров на полиненасыщенные. Больше употреблять овощей, фруктов, орехов, бобовых, рыбы, преимущественно холодных морей. Рассмотреть колораж питания, чтобы он соответствовал и не способствовал накоплению избыточной массы тела и развитию ожирения. То есть больше двигаться, употреблять в пищу полезные продукты, больше морепродуктов, больше зелени, ну и все-таки контролировать уровень холестерина. Контроль уровня холестерина должен быть обязательным. Что ж, огромное вам спасибо за интересную беседу. Я вам, Светлана, желаю крепкого здоровья и все-таки дожать высокий уровень холестерина и добиться целевых значений. А мы не переключаемся, потому что очень скоро мы узнаем, насколько смертельно опасным может быть ночной храп. В древние времена храпунов выселяли из деревень, отправляли далеко в лес, в лесную чащу, чтобы они не мешали. Но это большое преступление. Точно так же, наверное, считает и врач Центра здорового сна Татьяна Владимировна. Это ведь так? Это так. Потому что храп – это действительно большая опасность. Владимир Викторович, вот какие проблемы у вас есть в ночное время? Признавайтесь. Признаюсь. Основная проблема – то, что я кошмарно мешаю своим родным. Появились сны, в которых я могу утонуть, задохнуться и, в общем-то, проснуться в ужасном состоянии. Ваши родственники не выгоняли вас в отдельную квартиру, в отдельную комнату или, может, в машину спать? Пытались, конечно, но все-таки пришлось найти какой-то консенсус, как говорили раньше. А вы знаете, это очень здорово. Если кто-то из ваших родственников все-таки решился найти консенсус, я снимаю шляпу, потому что они вам оказали громадную услугу. Итак, Татьяна Владимировна, расскажите, почему храп действительно опасен? Храп на самом деле опасен, поскольку это не только медико-социальная проблема, да, когда есть жалобы со стороны родственников, бэд-партнеров, мы сейчас говорим, но это большая медицинская проблема, поскольку за храпом кроется такое заболевание, как синдром апноэ, синдром остановок дыхания во сне. И это уже заболевание, которое угрожает жизни. Родственники, они вам помогли, и, я так понимаю, куда-то отправили. Куда они вас отправили? В Центр здорового сна. Дальше было собеседование, а потом обследование. И что же у вас за обследования такие в Центре здорового сна? Полисомнография – это метод, золотой стандарт диагностики слипоапноэ, синдром обструктивного апноэ сна, где мы верифицируем, диагностируем остановки дыхания, и уже дальше мы разрабатываем стратегии лечения. Татьяна Владимировна, а вот расскажите еще, может быть, основные симптомы, которые бы указывали, что человеку уже пора прийти к вам на обследование. Если человек храпит, если он страдает избыточной массой тела, если у пациента есть проблемы сердечно-сосудистого характера, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ему необходимо обратиться к специалисту. А вот эта полисомнография – страшная процедура или нет? Ничего страшного в этом нет. А что надо делать пациенту? Полисомнография – это амбулаторное обследование, когда мы устанавливаем диагностическую систему, она небольших размеров, это такой адаптер, и множество датчиков для того, чтобы мы правильно сформировали диагноз и уже потом определились с концепцией лечения. Ну хорошо, вы ставите вот этот вот аппарат, Да. к которому подключено много датчиков. И эти датчики считывают информацию, я знаю, и о движении зрачков, и о частоте сердечных сокращений, да, и о пульсе, и о ритме дыхания, да, и иногда можно даже измерять потоковую скорость вдыхаемого, выдыхаемого воздуха. Для чего все это? Такое полифункциональное обследование. Да, мы говорим, что часть – это неврологические проблемы, это расстройства во сне, пароксизмальное расстройство, такие как судороги, либо припадки. Это верификация бессонницы и разных ее видов. Но 80% – это все-таки диагностика остановок дыхания. И эти датчики, которые вы перечислили достаточно правильно, говорят о том, что остановки мы классифицируем на остановки центральные, на остановки механические. Да, мы измеряем насыщение крови кислородом, то есть насколько эта остановка вызывает снижение
снижение насыщения крови кислородом. У Владимира Викторовича сколько раз за ночь была зафиксирована остановка дыхания? У Владимира Викторовича было зафиксировано более 60 остановок за 1 час сна. Мы говорим не за всю ночь, а этот индекс принято говорить о остановке в час сна. Да? 60 остановок за час сна при значительном снижении насыщения крови кислородом, что было очень опасно. То есть если вы хотя бы спали 5 часов, то это 300 остановок дыхания. Получается, 300 раз вы не дышали, и в это время ваш мозг, ваше сердце, ваши почки, да и все органы недополучали кислорода. И так получается, если это продолжается хронически... Это уже будет называться заболевание синдрома апноэ сна, которое увеличивает смертность, к сожалению, от сердечно-сосудистых заболеваний в 10 раз и более. Да? То есть это опасно тем, что резкое снижение насыщения крови кислородом приводит к выбросу многих медиаторов, которые повышают артериальное давление, учащают пульс в ночное время, и это уже чревато сердечно-сосудистыми осложнениями. Предлагаю посмотреть, как происходят такие остановки и чем они чреваты для нашего здоровья. Во время сна мускулатура тела расслабляется. Касается это также мягкого неба и глотки. Корень языка западает и перекрывает дыхательные пути. Однако диафрагма, мышца, ответственная за дыхание, продолжает получать от мозга сигналы о том, что дыхание нужно поддерживать, и интенсивно сокращается. В дыхательных путях возникает отрицательное давление, что приводит к их закупорке. Дыхание останавливается. Острый недостаток кислорода приводит к стрессовой реакции всего организма. Мозг получает сигнал тревоги, после чего задействует механизмы экстренного пробуждения. Человек громко всхрапывает, делает несколько глубоких вдохов. В организме восстанавливается нормальное содержание кислорода, мозг успокаивается и засыпает вновь. Кроме того, что в процессе остановок дыхания наш организм недополучает питательных веществ, так еще мы всю ночь бодрствуем. Мозг-то постоянно просыпается. Отсюда утром разбитость, сонливость. И ваши коллеги постоянно говорят о том, что люди, которые страдают ночным храпом, у них увеличивается частота аварий, если они, например, водители. Именно так, засыпание за рулем, поскольку дневная сонливость крайне выражена у этих людей. И не то, чтобы они не спят, как вы говорите, просыпаются, они просто переходят из более глубоких фаз в более поверхностные фазы, да? Что чревато еще и сопутствующим ожирением, поскольку в глубоких фазах сна вырабатываются некоторые гормоны, ответственные за выход жира из депо. Соматотропин. Соматотропин, тестостерон в том числе. И получается, что вместе с храпом эти пациенты набирают еще и массу тела параллельно. Владимир Викторович, итак, вы сами увидели, как опасны остановки дыхания во сне и к чему они могут привести. Что вы дальше намерены делать? Я твердо намерен лечиться. Итак, Татьяна Владимировна, какие сегодня методики лечения у вас есть? Золотым стандартом лечения синдрома апноэ является СИПАП-терапия. Это компрессор, который нагнетает воздух под давлением и подает ее через маску в дыхательные пути, чтобы глотка не схлопывалась и ликвидировались вот эти остановки дыхания, апноэ. Насколько комфортно спать с таким прибором? То есть, я так понимаю, не перевернешься, да? Нет, это как бы ваше опасение, да, видя эту маску. Пациенты очень быстро привыкают к маленьким назальным маскам. Она абсолютно не мешает ложиться на бок. Ну, конечно, на животе уже несколько будет проблематично, но поверьте, когда пациенты испытывают выраженную гипоксемию, когда у них насыщение крови кислородом падает на 80% от нормы даже, да, то пациенты, используя этот прибор, чувствуют себя отдохнувшими и выспавшимися за всю жизнь. Владимир Викторович, а вы когда-нибудь слышали, что вот при Петре Первом не было, конечно, таких интересных аппаратов, но пришивали карманчики. Я, кстати, вижу вот похожую рубашечку, туда клали камешек, сегодня можно положить мячик, и получается, что как только ты перевернулся на спину, да, ну ты, по сути дела, должен опять перевернуться обратно на бок, потому что это неудобно. Шарики на самом деле используются как элемент поведенческой терапии, но при неосложненном храпе или же до 5 остановок дыхания во сне, да, когда мы уже говорим про 30 и более остановок за час сна, это уже синдром апноэ тяжелой степени, и это подлежит лечению СИПАП-аппаратами. Я так понимаю, Владимир Викторович, что вы уже в надежных руках. Наверное, свою методику вам уже Татьяна Владимировна подобрала. Ну и
И мне остается вам пожелать только одного, чтобы вы не отчаивались, чтобы вы продолжали дальше бороться с этим неудобным, неприятным и очень опасным недугом. Татьяна Владимировна, может, вы что-нибудь еще пожелаете нашим телезрителям? Больше обращать внимание на свое состояние во сне, поскольку издревле бог смерти и бог сна – это братья-близнецы, гипноз и танатос. Это достаточно серьезная угроза здоровью, поэтому если вы храпите, проходите обследование для того, чтобы исключить синдром апноэ, который, если уже и случился, необходимо, конечно, лечить и лечить адекватно. Огромное вам спасибо, Татьяна Владимировна. Огромное спасибо вам, Владимир Викторович, что вы нашли силы рассказать о своем неудобном недуге. Но вы молодец, вы с ним боретесь. Нашим зрителям я хочу еще раз напомнить, не выгоняйте, пожалуйста, храпунов в отдельные комнаты. Наоборот, приведите их быстрее к специалистам, чтобы начать бороться с этой очень сложной и опасной проблемой – ночной храп. Не переключайтесь, потому что скоро мы узнаем все секреты Лавра Благородного. Итак, сегодня мы поймем, может ли лаврушка почивать на лаврах. Давайте восстановим с вами справедливость. Ну ведь не место же лаврушки только в супах и в банках с огурцами. Потому что в древности, Елена, вы, наверное, об этом тоже хорошо знаете, венками из лаврового листа украшали головы спортсменам, победителям и победителям в военных походах в Римской империи. Очень жаль, что в наших климатических условиях лавровый лист мы не можем вырастить. Но я, как вы видите, смогла это сделать у себя на кухне дома. То есть вот это и есть тот самый лавровый куст или лавровое дерево? Да, это то самое дерево. Я использую лаврушку практически везде. А вот разрешите я обращусь к нашему эксперту в области здорового питания, врачу-эндокринологу Владиславу Морозику. Владислав, а вот что медицина думает по поводу лаврового листа? Официальная медицина, к сожалению, практически его не использует. В некоторые лекарственные средства масла эфирные добавляются. В основном его использует, конечно же, косметическая промышленность и использует народная, скажем так, медицина. Народная медицина его не забыла. Причем есть средства, которые можно приготовить самостоятельно, есть готовые. И на самом деле спектр проблем, при которых можно применять вот именно эти средства народной медицины, очень широкий. И, к сожалению, вы уже правильно сказали, в основном у нас сейчас используется в кулинарии. И, кстати, начинался путь лаврового листа не с добавки к продуктам питания основным, а начинал он именно как добавка к десертам. А вот я знаю, что лавровый лист использовался еще во времена Гиппократа и Авиценны. Верно. И, Владислав, до того, как его стали использовать в кулинарии, в Древнем Риме его добавляли в воду для того, чтобы помыть потом руки. этой водой мыть руки, потому что, я так понимаю, там еще есть и антисептики, о которых мы скажем позже. Да, конечно. Елена, вы знали об этом что-нибудь? Доктор все рассказал. Конечно же, это ваша палочка-выручалочка, потому что впереди у нас тест. Вы согласны его пройти? Согласна. Хорошо. Вот в нашем яблоке здоровья представлены утверждения. Они могут быть верными, могут быть неверными, но вы должны дать свою точку зрения. Если что-то не понимаете, пожалуйста, обращайтесь за помощью к нашему эксперту. Тяните, пожалуйста, утверждение, и мы ждем вашего собственного мнения. Хорошо. Ополаскивание волос отваром из лавровых листьев сделает волосы в 2 раза гуще. Вы знаете, я еще не пробовала ополаскивать отваром лаврового листа свои волосы, но я считаю, что это не повредит волосам. Ну, на самом деле, вреда это не принесет. К сожалению, в 2 раза больше и в 2 раза гуще прическа не станет. То есть чудес в мире не бывает, но благодаря содержащимся эфирным маслам в лавровом листе волосы на самом деле станут внешне более пышными и блестящими. Эффект лаврового листа могут оценить люди с сибарией. То есть благодаря противовоспалительному эффекту можно получить снижение зуда, уменьшить воспаление и образование чешуек. Вот этот эффект сможет получить практически каждый. Вы как раз-таки правильно ответили на первое утверждение. Итак, утверждение номер 2.
Лавровый лист представляет собой природный антибиотик. Вы знаете, с этим я согласна вполне, потому что я не раз в период простуд делала отвар из лаврового листа. Как это делается, я могу сказать, кто интересуется. Это нужно положить несколько лавровых листьев в емкость, залить кипятком и просто поставить где-то на столе в комнате. Это будет и антисептик, и увлажнитель воздуха. Меня сейчас интересует мнение нашего эксперта-врача, потому что, когда мы в программе говорим, что лавровый лист равняется антибиотику, вот тут я хочу пояснения. Конечно же, это не равно антибиотику в классическом понимании. Почему зачастую приравнивают эффект лаврового листа именно к антибиотику? Дело в том, что очень много содержится в этом продукте фитонцидов, то есть их иногда называют естественными антибиотиками, хотя действия антибиотика они не имеют. Но фитонциды способны значительно уменьшать размножение микроорганизмов и обладают значительным эффектом в, скажем так, убийстве вирусов. То есть в этом плане, конечно же, оказывают они очень положительный эффект. И, кстати, фитонцидов в лавровом листе гораздо больше, чем во многих нам известных продуктах. По содержанию фитонцидов уступает только эвкалипту и значительно превосходит всеми нам любимый чеснок. Вот очень часто в период вирусов и простуд делают чесночные бусы. А я читал, что раньше в старину делали лавровые бусы. Накалывали на ниточку с иголочкой лавровые листики и носили в период массовых заболеваний. Абсолютно верно. Ну что ж, и тут ваша интуиция вас практически не подвела. Я думаю, что на последнее утверждение, Елена, вы ответите безошибочно. Высушенный лавровый лист сохраняет все свои свойства. При долгом хранении свойства пропадают. Но мы говорим не о Лавровый хранении. Утверждение гласит так. Высушенный правильно лавровый лист. Имеет ли свойства натурального или не имеет? Я думаю, имеет. Владислав, помогайте нам. На самом деле вы правы. Он практически ничего не теряет, если все сделано по технологии. То есть, когда его собирают, необходимо, чтобы собирали его именно со стеблем. То есть, когда высушили, только после этого аккуратно листочки должны быть сорваны. Это первое. Второе. Когда вы выбираете лавровый лист, необходимо обратить внимание, очень важно обратить внимание на его внешний вид. То есть, во-первых, цвет должен быть от темно-зеленого до оливкового. Не должно быть пятнышек на лавровом листе. Это значит, что качество его хорошее. А давайте посмотрим. Вот как раз-таки стоит, я так понимаю, высушенный лавровый лист. Итак, он должен быть какого цвета, вы сказали, Владислав? От темно-зеленого до оливкового. В принципе, практически все листики в этот Можно диапазон цветовой вкладываются. А что вы про пятнышки говорили? Темных пятен на листьях быть не должно. Вот здесь есть, поэтому он чуть-чуть испорченный. Я не думаю, что это испорченный лист. Если он испорченный, то, как правило, абсолютно все листья имеют большое количество этих темных пятен. А вот если говорить о зеленых листиках, то есть, в принципе, их нету ведь нужды срывать и сушить, да? В магазине Если можем у вас купить есть доступ сушеные. к свежим листьям, конечно же, можно использовать их, не подвергая высушиванию. То есть это просто способ заготовить их впрок и доставить до нас. Хотя все равно, несмотря на то, что лавровый лист без проблем может храниться год, необходимо обращать внимание на срок производства, потому что если очень давно это было сделано, все-таки часть своих полезных свойств он потеряет. А вот у меня к вам, Владислав, вопрос. Лавровый лист считается, что это кладезь всевозможных микроэлементов, минералов и витаминов. Вот какие витамины и микроэлементы мы можем найти в лавровом листе? Довольно большое количество микроэлементов содержится. То есть это и калий, и кальций, и цинк, и магний, марганец, и даже селен, столь полезный для нашей щитовидной железы. Если говорить про витамины, то, конечно же, немножко побольше витамина А, С. Есть витамины группы В, и, что немаловажно, есть абсолютно для нашего организма незаменимый витамин П. Поскольку витамин П относится к жизненно важным витаминам для нашего организма, я предлагаю посмотреть сейчас интересный сюжет.
Витамин П, или как его еще называют рутин, это биофлавоноид. Данное вещество уменьшает ломкость и хрупкость капилляров. Этому способствует и следующее качество рутина. Он повышает эффективность некоторых полезных элементов, например, витамина С в 20 раз. А вместе они предотвращают разрушение важного для нашей молодости вещества гиалуроновой кислоты. А ведь она способна укреплять и цементировать клетки сосудов между собой. Благодаря этому сохраняется структура капилляров, повышается их прочность, эластичность, предупреждается появление синяков. Больше всего рутина содержится в гречке и цитрусовых. Также он есть в абрикосе, в винограде, в черешне, в шпинате и в зелени. Елена, мы разобрались в том, что лаврушка, или он же лавровый лист, это действительно очень полезное растение. Расскажите, пожалуйста, как вы это полезное растение используете на вашей кухне? Как я уже сказала, что лавровый лист я добавляю практически во все блюда. Ну и в период простуд я делаю такой очень интересный напиток. Вот, и пока вы пробуете, я расскажу, как мы его готовим. Берем 150 миллилитров воды. Как вкусно! Туда добавляем имбирь, лимончик, гвоздику, кардамон и несколько листиков лаврушки. И ставим на 15 минут кипятить. Все, немножко остужаем, и напиток наш готов. Пейте на здоровье. Есть ли какие-то правильные нормы, как надо добавлять лавровый лист при приготовлении пищи? Ну, я могу сказать, но Давайте. пусть эксперт меня поправит, если я не права, что лавровый лист нужно добавлять в блюдо за 10-15 минут до окончания приготовления. И затем через некоторое время нужно вытащить его, да? Абсолютно верно. То есть если он пребывает недолго в самом блюде, то он отдает свои эфиры, отдает аромат, и когда вы его удаляете, блюдо сохраняет это все. Но если его оставить надолго, либо он там будет долго пребывать, то успеет попасть большое количество горчичных масел, и блюдо просто приобретет горький вкус. Итак, Владислав, вопрос к вам как главному эксперту за нашим кухонным столом. Может ли все-таки лаврушка почивать на лаврах? Думаю, что вполне оправдано ее такое желание и положение. На самом деле, та польза, причем, к сожалению, забытая польза, которую оказывает настой, отвары из лаврового листа, вполне может использоваться людьми в повседневной своей жизни. И на самом деле многие свойства очень зря забыты. Ведь даже в древности зачастую лавровый лист использовали не только вот для тех свойств, о которых мы сегодня говорили, но если малыш беспокоен и не засыпает, в изголовье кроватки клали несколько лавровых листиков для того, чтобы он успокоился и лучше спал. Связано это с содержанием валериановой кислоты. То есть того самого эфирного масла, да, которое может даже приводить к вещим снам. Абсолютно верно. А вот если у вас есть свежие листья лавра, то их можно использовать для лечения заболеваний десен, то есть вязывающее свойство и антисептическое свойство поможет эффективно с ними справляться. Что ж, большое спасибо, Владислав. Большое спасибо, Елена. А нашим зрителям я посоветую все-таки обратить свое пристальное внимание на лавровый лист, потому что действительно лаврушка может почивать на лаврах. Что же мы узнали в нашей сегодняшней программе? Холестерин – очень нужное для нашего организма вещество, но иногда его необходимо держать в узде. Храп – очень опасное и очень серьезное заболевание. Недооценивать ночной храп нельзя, потому что иногда он может стать смертельно опасным. Помните об этом. И все-таки лавр благородный может почивать на лаврах, потому что в лавровом листе очень много полезных микроэлементов, витаминов и минералов. Что ж, на этом сегодня все. Будьте здоровы, будьте счастливы, берегите себя и ваших близких. Увидимся ровно через неделю. С вами была программа «Здоровье».